Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. В этом видеоролике у нас просто какая-то нереальная будет мощная распаковка. Покупку этих двух гигантских коробок нам проспонсировали ребята из ВМП Авто. ВМП Авто — это наша российская компания, которая производит различные смазочные материалы. Ознакомиться с весьма широким ассортиментом продукции вы можете, если перейдете по ссылочке, которые я оставлю в описании под этим видео. Ребятам из ВМП Авто гигантское спасибо за это. Ну а мы, ребят, приступаем, смотрим, что там внутри. Так, здесь мы видим пенопласт. Самое интересное, это что мы с этим будем делать. Ребята, обратите внимание. Это электродвигатель невидимой доселе мощи. Такого на канале еще не было. Этот двигатель реально очень мощный. Здесь порядка 15 киловатт. То есть около 20 лошадиных сил. Его даже можно в бэху поставить. И она поедет. Может быть, не особо, опять же, быстро. Потому что он до 3000 оборотов в минуту. Это не особо оборотистый двигатель. Потому что он используется в паре вот с тем, что лежит в этой коробочке. Также есть еще вот такой пакетос. Здесь у нас регулятор оборотов. Регулятор очень мощный, чтобы запитывать двигатель. Он работает от 3 до 22 С. 22 С это напряжение около 90 вольт. То есть сумма всех вот этих вот аккумуляторов. 22 нужно умножить на ячейку 4,2 вольта. Это полностью заряженный литий полимерный аккумулятор. Ток допустимый 380 ампер. Сегодня мы даже попробуем это подключить, как оно будет работать. Ну и рассмотрим повнимательнее. Здесь сразу видно, что есть огромный подшипник. Вот он. Тут вообще-то два их. Какой-то внутренний и наружный. Получается два подшипника сразу. Обмотки, честно говоря, могли бы быть и покруче, ребят. Я больше люблю, когда обмотки толстым проводом намотаны, а здесь они намотаны жилой сразу по много проводов. Ну вот, наверное, вот постолько. То есть вот они, концевики, выведены. Но, к сожалению, других двигателей такой огромной мощности не производится в Китае. То есть это все заказывалось. Стоимость его около 40 тысяч вместе с регулятором. То есть вот такие вот финансовые затраты получаются, ребят. Еще раз ребятам из ВМП Авто гигантское спасибо за это. Я бы сам, конечно, не решился на такую покупку. Вот. Ну а так мы протестируем. Посмотрим, что вот это из себя представляет. И, возможно, будем думать дальше, куда это все можно будет отлично использовать. У меня есть просто несколько задумок. И таких более простых и очень сложных, где можно использовать данный мотор. Его уникальность в том, что он очень маленький относительно своей огромной мощности. Давайте взвесим его. 3 килограмма. Глядя на это, трудно себе, конечно, представить, как здесь умещается 15 киловатт. У меня на станке двигатель 4 киловаттный, так он вот такой в диаметре, в 5 раз больше в диаметре и весит 90 килограмм. А этот весит 3 килограмма, 15 киловатт. Все дело, ребята, в неодимовых магнитах. Также можете заметить, что он толстый. И в связи с этим может отдавать большой крутящий момент. При столь малых размерах, конечно, жесткий двигатель. Так, давайте смотреть, что во второй коробочке. Я, конечно, когда увидел, я уже смотрел, я просто обалдел с этого. С этого офигенного качества. Вот так, ребят. Винтики 40-дюймовые.
и 13 дюймов шаг. Они практически ничего не весят. Они настолько легкие, что мне аж как-то боязно за них. Потому что они должны создавать очень большую тягу. Очень большую, реально большую. Винтики просто фантастической красоты. Диаметр около метра. А вес, это, конечно, удивительно, но весит это чудо всего лишь 215 грамм. Вот этот огромный винт весит 215 грамм метровый. Как такое возможно вообще? Как? Вообще-то они предназначены для моторчиков, которые послабее, чем этот. Но более крупных винтов я просто не нашел. Это самые большие, которые я смог найти в Китае. Вот. Ну, в них внутри есть какой-то пенопласт, по всей видимости. Вот там что-то желтенькое, желтеется. И они очень толстые. То есть здесь профиль, здесь, наверное, где-то миллиметров 9. Может 8, а может даже и сантиметр. Вот. Ну, так они, в принципе, не сказать, что очень жесткие. Хотя вот представьте себе, что они должны тянуть под 60 килограмм. То есть они именно такую прочность имеют. Я не могу себе представить, как это вообще. А рабочая нагрузка у них до 37 килограмм. То есть это вроде бы как нормальный режим. Ну, по всей видимости, мы и будем эксплуатировать что-то вот в этом роде. Превышать не хотелось бы, потому что если разлетится вот эта штука, будет нехорошо. Я тут уже винтики открутил. Можно попробовать. Видите, навал насаживается. Это уже хорошо. Вообще-то я хотел вот эту штуку заново выточить. Наверное, я и выточу. Потому что не получится, скорее всего, так просверлить отверстие, чтобы 4 винта вкрутить. Но это не беда. Будет немножечко токарочки. Там снутри видно шляпки болтов. И можно будет модернизировать. У меня есть еще вот такие винтики. Не знаю, для чего я их купил. Они ставятся на большие квадрокоптеры. Это даже больше, чем тот квадрокоптер легендарный от Почты России. Я их купил, потому что они были очень дешевые. То есть комплект из 4 винтов в 3000 рублей всего лишь обошелся. Это 30-дюймовые винты. То есть вот это 40-дюймовые. А это 30-дюймовые. Эти 30 тысяч рублей. 2 винта. Эти 3000 рублей. 4 винта. Причем они гораздо крепче. Они целиком карбоновые. Внутри нет никакого пенопласта. Но конфигурация у них хуже и качество. Тот внешний вид, конечно, здесь просто безумный. Безумное качество какое-то. Я просто в шоке. Но этих винтов у меня комплект на большой квадрик. Дорого, конечно, это все стоит, ребят. Все эти винты, моторы, аккумы. Как-то считал на досуге, сколько надо, чтобы хороший, приличный квадрик собрать. Огромный, чтобы долго летал, чтобы много мог поднимать. Давайте пробовать двигатель подключать. Очень интересно. Сначала подключим на уже проверенный регулятор. Посмотрим, как оно работает. Может, оно вообще не работает. Как-то вот он не хочет вращаться. Знаете, как крутнешь и выбег маленький. Может быть, так и должно быть. Кто-нибудь напишет: Игорь, я тебя разочарую, так быть не должно. Очень жаль будет. Запитаю от слабенького 80 амперного регулятора. Чисто так для пробы. Сегодня мы сильно стартовать не будем. Так. Сервотестер. Где он здесь? Все время забываю, что здесь куда подключается. Так.
так и так. Ух ты. Так, и что? Ничего? Так, видимо, что-то не так я подключил. О, есть. Все подключено. Ну, моща. Пробуем. Совсем чуть-чуть дал напряжение. Ну, в принципе, я практически могу остановить. Поддаем. Ох, аж рука греется. Я думаю, здесь уже пробовать смысла нет, намотает. Звук, конечно, потрясающий. Минимальные оборотики. Серьезный агрегат, друзья. Давайте измерим оборотики, которые движок дает на 50 вольтах. Больше я дать не смогу, пока не подключу новый регулятор. Потому что на имеющийся, если поддать, он просто сгорит. $3600 оборотиков. Это в холостую, то есть под нагрузкой это где-то под 2500 должно быть. Ну, двигатель на самом деле малооборотистый. Я специально такой брал, чтобы у него был огромный крутящий момент. Крутящий здесь действительно должен быть огромный. При столь скромных размерах. Рассмотрев его повнимательнее, я обнаружил, что вот эту штуку, чтобы его модернизировать, можно вообще-то легко снять. Там есть отверстия внутри. И они совпадают, в общем-то, с этими отверстиями. Можно засовывать шестигранничек и спокойненько откручивать. То есть, оказывается, китайцы все здесь отлично предусмотрели. И можно модернизировать. Сейчас я его откручу как раз таки. Вообще собрано довольно-таки добротно. Кругом присутствует резьбовой герметик. Видно, в каких больших количествах. Болтики я вытрушивать не стал. Пускай там и остаются. Выточу новую деталь. У меня уже есть задумка. Изготовление деталей, скорее всего, выйдет в следующем видеоролике. Ну, а потом мы будем все это дело тестировать на тягу и смотреть, что получится. А использовать его можно будет не только в качестве тяги, а также в качестве съема огромного крутящего момента. Есть и более крупные движки, мне попадались до 55 киловатт. Этот 15 киловатт весит 3 килограмма, 55-килограммовый, по-моему, весит 4,5 килограмма. То есть он совсем немножечко больше, но мощность в 3 раза больше. Такие вот дела. Ребятам из ВМП Авто, как всегда, гигантское спасибо за такую поддержку моему видеоканалу. Ссылочки оставлю в описании. Ну а у меня на этом все, ребят. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Ох и классная же штука. Ох и интересные же проекты будут на канале.